Как сделать так, чтобы люди на вас подписывались, Эти банальные темы уже заезжены. пока ты сам к себе внимание не привлечешь, никто про тебя не узнает. Почему сильные специалисты, как правило, остаются в тени? Никогда не нужно делать что-то, что тебе стыдно показать маме. Маркетинг призывает тебя сделать выбор. Это хайп? Да. Черный? Нет. Что продается лучше? Доверие или внимание? Курсы по самообороне при встрече с медведем. 3 месяца, и ты не узнаешься. Я думаю, что у вас такая же ситуация абсолютно. Искусственный интеллект работы не отберет. Почему? Бесплатно ты сам можешь это сделать. Ну, я служил в президентском полку. Вот, никто не хочет узнать, как он попал в президентский полк. Профессионал — это тот, кто с этого зарабатывает. Даже так Я знаю многих ребят, которые реально талантливые. он похож на Владимира Владимировича Путина. Он занимается, кстати, у нас в зале. Не, ну это сотка в месяц точно. С первого дубля, без каких-либо монтажей. Кайф. Друзья, физкульт, привет. С вами Александр Шмидт. Я недавно гулял по, наконец-то, летней теплой Москве и встретил своего старого знакомого, с которым мы когда-то вместе работали. Я думаю, что чуть-чуть попозже мы это обсудим. Вот, и пришла в голову идея снять подкаст для вас, для себя, поболтать на тему чего? На тему, как вообще вести свой личный бренд, как его продвигать, как не бояться. Вот. Собственно, сегодня у нас Денис. Денис сейчас немножко представится себе. Саш, я благодарю тебя, что пригласил. Давно мы с тобой не виделись. Действительно, сегодня мы поговорим про публичность, медиа, личный бренд, зачем это нужно, кому точно не подходит. А я, соответственно, человек, который занимается стратегиями по публичности и сейчас позиционирую себя как пиар-технолог. Поэтому в разном бизнесе или с разными людьми приходится работать. Сегодня мы поговорим про спортивную тематику. Да, это очень интересная тема. В первую очередь, конечно же, меня интересует эта тема. Я надеюсь, что мы будем полезны для вас. Поехали. Первый вопрос. Почему сильные специалисты, как правило, остаются в тени? Ну, Саш, тут вопрос, скорее всего, про тренеров. Ну, по Да. большому счету, да, конечно. Ну, смотрите, и специалист, который разбирается в какой-то своей тематике, и тот, который там по какой-то причине известен, это не значит, что у них одинаковый набор знаний. Как правило, люди, которые добились определенных там результатов, они думают, что по какой-то причине про них должны автоматически узнать. Это не так. На самом деле, вот на телевидении, когда мы видим какого-то эксперта, зачастую этот человек просто умеет простые вещи, вернее, сложные вещи говорит простым языком так, чтобы даже бабушка или там ребенок понял. И вот это главное отличие. Часто эксперты, разрабатывая там какую-то стратегию чего-то, он использует какие-то сложные термины, работая со своими коллегами, использует какие-то формулировки. Для обычных людей, в переводе на птичий, обычно эта информация там ни о чем не говорит. Но тот, кто умеет рассказывать, например, что-то просто, легко, понятно, какие-то вещи, даже вот в вашей истории спортивной объясняю какие-то упражнения, слишком заумно, это, да, эксперт, который разбирается. Человек, который стал известным, зачастую он просто стал про это рассказывать простым языком. Вот все отличие. Поэтому как бы рассчитывать на то, что у тебя несколько высших образований, может быть, даже какие-то титулы, и вот оно само должно случиться, и про это должны узнать, оно вообще так не работает на самом деле. И никогда так не работало. Поэтому тут в любом случае нужно предпринимать какие-то действия. Если вдруг тем более у тебя есть о чем рассказать, то другой вопрос, что многие не хотят это делать по какой-то причине. Ну, многие, наверное, считают, как и я в том числе, что эти банальные темы уже заезженные, уже Всё верно. 150 раз все про них сказали, и как бы Верно. ты будешь 151-м, типа, и Верно. нафиг оно надо. А по факту просто нужно это делать. Во-первых, абсолютно верно. Вот ты сообщил ключевое. Тебе кажется, что все про это знают. Это не так. Вот если рассказывать там, условно, по-рабоче-крестьянски, даже меня вот взять, вот сейчас люди нас смотрят, у тебя какая фигура, и у меня, соответственно. Ты все знаешь про тело, как его строить системно и удерживать результат. А я там, условно, могу не знать какие-то базовые штуки. Я, соответственно, вижу в тебе специалиста, который явно в этом разбирается. Ты мне объясни простым языком, что мне нужно делать, или какие сложности у людей возникают, или какие мифы существуют, чтобы я вот начал этим заниматься. Ты расскажи на какую-то аудиторию. То есть это могут быть люди только, которые занимаются спортом или хотят только немножко скинуть вес. Ты решишь, кто твоя аудитория, и на нее вещай. Если не можешь определиться с там, аудиторией, там сильный сегмент, возьми женскую, к примеру, или мужскую только. И вот, соответственно, ребятам на их языке под их задачу рассказывай что-то, и тебя будут слушать.
Пусть даже ту информацию, которую легко можно найти в интернете. Суть же не в том, что информации сейчас полно. Любой там залетаешь, там YouTube и так далее, куча всяких упражнений, чего только нету. Ты можешь заниматься собственным весом, с какой-нибудь бутылкой или там супер какими-то там тренажерами, всего этого полно. Но люди-то покупают у людей. Блоги же, соответственно, ведут люди. Потом на них они подписываются, смотрят, читают, узнают твой характер, поведение, как ты ведешь себя там, ну, в каких-то определенных, возможно, даже ситуациях. И поэтому они на тебя подписываются, потому что тебя покупают. Так это и работает. Но если ты будешь рассказывать только про свои упражнения, это будет одинаковое, как у всех. Если ты будешь рассказывать, почему ты сегодня там условно выбрал эту шаурму, а тот сахар есть не стал, потому что это как-то, это станет понятно, почему реально вот мы должны отказаться там от молочки и там хлебобулочных, вот этого всего базы, все это, которое там для ребят со сложностью. Вот и все. Поэтому ты сам усложняешь эту штуку, думаешь, что чего-то такого еще нету, да. Можно повторить, что было, своим языком, своим юмором, даже, может быть, рассказывать там на какую-то аудиторию, если вдруг ты хочешь всем рассказывать, что ты на самом деле из Сибири, ну, какие-то такие вещи. Ты будешь просто настоящим специалистом в своем деле, который не пытается быть идеальным, который всячески там может признать, что я могу там и конфету какую-то затрепать, или в целом быть таким, потому что вы нас все там тренеры затюкали этой темой, что нужно вот все соблюдать, ничего нельзя делать. Мы смотрим на вас, думаем, я не вывезу эту штуку по-любому, я себя знаю. Когда ты рассказываешь, что можно там все эти ваши читмилы, какие-то там не сильно углубляться сразу в тренировки или там отказ от питания, это становится безопасным, без каких-либо последствий. К такому специалисту можно прийти. Слушай, вот сразу, как будто ты ответил на два следующих моих вопроса. Так. Вот скажи под эту песню, а что делать людям, тренерам с синдромом самозванца? Наверное, их у нас большинство, да, кто посмотрит это видео, в том числе я, скорее всего, тоже. Ну, такая история может быть на самом деле. Но тут вопрос в том, как этот синдром вы для себя формулируете. Вы боитесь осуждения, думая, что кто-то из ваших коллег скажет, что вы недостаточно компетентны, прячась под маску синдрома самозванца? Или вы действительно специалист, который постоянно в чем-то пытается разобраться и до конца думает, что я вот уже все это выучил. Там, типа, условно, ты на одну вершину забрался, ты увидел там еще какие-то впереди. А мы стоим у подножия и видим только ее одну. То есть, если с этой категории, да. Если с категории, когда ты уже пришел к результату и другим людям рассказываешь, как туда можно добраться быстрее, увереннее, с меньшим потраченным временем и так далее, то вопрос только в этом. То есть, типа, тебе нужно просто отказаться от этой позиции, что ты вот там недостаточно что-то знаешь до конца или наоборот слишком. Меня другие ребята удивляют, которые на уверенном могут записывать видосы, продавать наставничество, и их вообще это не парит. И ты смотришь даже на них как специалист и думаешь, блин, ну что-то прям вообще не так все. Но их же это не беспокоит совсем. Вот, я знаю многих ребят, которые реально талантливые, вот, и им есть что сказать, да, но они остаются в тени, и знаю также ребят, которые толкают воздух, так сказать, но Абсолютно верно. они себя очень хорошо и чувствуют, и достаточно успешны Да. в этой среде. Почему самые сильные специалисты как раз-таки зачастую остаются вот в тени? Ну, они не выбрали быть известным или популярным специалистом для себя. Вот вы выбрали быть спортсменом, вы идете к этой истории. Вы когда выберете, если вдруг мы проговорим про какого-то спортсмена, эту тему, вы туда придете. Значит, по какой-то причине вам выгодно, условно говоря, не развивать свой личный бренд там, условно в интернете. Тут же у нас есть разные истории. Ты можешь быть в офлайне каким-то образом известный, зал в честь тебя назван там твоим именем, да, там улица может быть там как-то еще, а может быть в интернете, где ты ведешь свои аккаунты, ходишь на подкасты, каким-то образом себя проявляешь. Вот и вся разница. Поэтому, когда они будут каким-то образом что-то делать для того, чтобы про них узнали системно, тут на самом деле мы с тобой очень похожи. То есть ты тренер, который специалисту или там, твоему там, подопечному доведешь до результата при условии, что он будет участвовать. Я специалист по публичности, я Мгм. также даю стратегию, помогаю, за руку веду, но ему, этому человеку, нужно делать эту тему. И понимать, что он придет к результату, его надо еще удержать, и впереди будет непросто, и много еще чего случится. Поэтому в этом смысле у нас профессия очень похожа. Чтобы что-то получалось, нужно что-то для этого делать. И системно это делать.
Контент системно, Системно. выписывать системно. Даже если ты там сдался, бросил, пофигу, ты встал, пошел заново. Бывает такое, что кто-то заболел там или какая-то первая яма, да. Быть готовым к тому, что у тебя будут хейтеры, причем самые жесткие в твоем ближайшем окружении, которые там не те неизвестные люди, которые там в комментах пишут там как-то. Ну, часто это бывает в отношении девчонок, которые там сильно перекачанные как будто бы, или ребят, которым там мы никогда такими не будем, хейтеры обычно пишут. Да он никогда таким и не станет, потому что это огромный труд, чтобы туда прийти, удержаться и так далее. Но это же легко написать о том, что вы там все на своих протеинах сидите. Вот они этим и пользуются. Вот это всех и останавливает. Выберите быть известным, популярным по какой-то причине. Может быть, вы опыт передаете, может быть, вы что-то продаете, может быть, вы кому-то что-то хотите доказать, может быть, вам достижение какое-то у вас пришло, вы хотите об этом похвастаться. Обязательно так надо делать. Вот, ребят, не только нужно стабильно кушать себя, не пропускать тренировки, еще личным брендом стабильно тоже нужно заниматься. Но если такая цель есть, он на самом деле не всем нужен. И у тебя есть подопечные, там, которых не надо показывать, они не ведут такую историю. Ну, и там еще какие-то причины есть. Но если у вас есть желание, во-первых, как бы для вас это личный дневник. Вы выкладываете свои достижения в спорте, вам потом легко замерить. Во-вторых, вас там в любом случае люди какие-то поддерживают. В-третьих, вы можете кого-то вдохновить. В-третьих, уже быть микроинфлюенсером, если в спортивной теме, уже можно зарабатывать какие-то деньги или бартер. То есть там одни преимущества. Вы знакомитесь с людьми. Но есть нюанс, что будут люди, которым это будет не нравиться. Из зависти они будут писать вам всякие гадости. Всех обычных людей это и останавливает. Но они из зависти вам будут там даже и без аккаунта завидовать о том, что у вас такое тело. Это же очевидно, это же и шутка моя любимая, о том, что мужчины и женщины ходят в тренажерный зал из одного и того же, это за красивого женского тела. И все. Так и тут. В целом, да. А какую ошибку, на твой взгляд, делают в основном эксперты? Такую основную. Так, ну вот в личном бренде, Саша, если обсуждать, Мгм. там, короче, есть такая история, ну, они пытаются превратить личный бренд в некий маскарад. То есть они создают контент ради контента, возможно, выглядит каким-то образом глупо, снимают какие-то юмористические штуки, и для них это не является естественным. То есть если, например, бывают ребята какие-то очень грустные, это вот их некая амплуа, они могут на этом построить свою медийную карьеру. А есть ребята, которые, например, не очень умеют разговаривать, им как будто бы приходится себя ломать на то, чтобы этот контент создавать. И в итоге они выбирают способ просто привлекать себе внимание вот этой некой клоунадой, потом они видят в этом результата, славят первый хейт, и им кажется, что это вот оно оттуда. Нет. Вам, спортсменам, нужно просто рассказывать, или там, условно говоря, там, вот даже тебе, как сам простой контент в той истории. Отвечать каждый день на один вопрос, который является вопросом в вашей теме от обычных людей, как мы. Питание, тренировки, мифы, вот это вот все. Один вопрос в день, ты отвечаешь, у тебя 365 видосов за год. Ты просто говоришь то, что нас волнует, не то, что тебя, например, там, как мастера твоего дела сейчас интересует, там, Мгм. вот в чем ты читаешь, а нас, обычных людей. Типа, можно ли приходить толстым в спортзал, можно ли там, если не есть, набрать мышечную массу, там, раскачаюсь ли я за 3 тренировки, почему нельзя пропускать день ног. И вот эти все стандартные истории ты просто рассказываешь. Это офигенный сам простой контент, который ты можешь создавать. Причем тебе не надо никуда за ним идти. Ты там сел на свой прекрасный велик, едешь, записал. Ты на тренировке взял телефон, ты шаурму ешь, видишь, Ем. вот, молодец, ешьте шаурму. Вот, соответственно, ты ее ешь, рассказываешь, почему вот на самом деле кому-то можно, кому-то нельзя. И почему даже употребляя шаурму, можно на самом деле заниматься в зале. Для многих же тоже кажется, я вот сейчас пойду к Саше на тренировку, он мне сейчас как напишет, можно только кашу, гречку и привет. Но это же тоже не так. А откуда мы это узнаем, если ты нам не расскажешь? И то правда. А где чаще всего может быть ошибка в экспертности, в упаковке личного бренда или просто в общем мышлении? Это всегда вопрос про мышление. Всегда. Есть убеждение, я позову СММщика, он мне все сделает, у меня будут заявки, лиды. У меня там, например, я сейчас там каким-то образом буду вести контент, мне приведет к какому-то результату. Это всегда история, во-первых, идет от цели, то есть зачем нам нужно вести контент, потом в мышлении, куда нас должно это привести, и, соответственно, там в каких-то результатах первичных, которые ты будешь видеть. Но наша цель всегда же это новые возможности и деньги. Вот я вот, соответственно, людей условно делаю известными. Меня спрашивают, а вот буду я пиариться, зачем мне это надо? Или вот выйдет про меня там телевизионный эфир, зачем мне это нужно? Это всегда новые возможности и деньги. Когда у тебя в аккаунте будет телевизионный эфир о том, что ты как тренер где-то поучаствовал, люди тебе верят, чаще покупают у тебя что-то и так далее. Другой момент, если ты вообще ничего не ведешь, нигде Мгм. ты не был проявлен, заходят новые там подопечные в зал, видят 10 тренеров, одного из них, например, тебя, он где-то ранее видел уже, рилсы, подкасты и так далее. Ну, кого он выберет?
Это вот история в этом. Соответственно, здесь все от цели. То есть какая цель? А кто-то просто из тренеров даже тоже заводит аккаунт, постит мемасы, что-то делает. Тоже прикольная цель. Возможно, ему ничего и не надо и так далее. Но вообще аккаунт, любой там или соцсеть, ее нужно воспринимать как источник трафика и новых лидов. Вот так, когда ты... То есть это мои деньги. Когда ты так думаешь, ты уже понимаешь, зачем тебе вести его регулярно, почему как бы нужно соблюдать контент-план. История в этом. Когда нет понимания или установки про это, конечно, ты будешь про это забивать. Раз немножечко затронули тему про деньги, а где деньги у личного бренда? Ну, смотри, если мы говорим о том, когда я почувствую, что развивая свой личный бренд, ко мне начнут приходить первые деньги, Мгм. тогда, соответственно, нужно понимать, что даже там в упаковке твоего аккаунта, позиционировании есть этапы по времени, которые займут всю эту тему. Там вот аналогия с тобой. За месяц ты в тренажерном зале по фигуре, как у меня, не увидишь результатов, как у тебя. Но у тебя выработается системность ходить, выносливость, ты уже не будешь бояться там каких-то тренажеров, тебя не будет смущать, как про тебя люди подумают в зале и так далее и тому подобное. Поэтому в личном бренде деньги у тебя будут приходить от той связки, которую ты делаешь. Контент регулярный, системный, потом, соответственно, удержать всю эту историю, рассказывать с точки зрения маркетинга, как ты работаешь с клиентами. Потому что вот как бы это ни казалось, там культуристы и так далее, кажется, что вот он только про тело. Нет, это бизнес. Твои лиды, заявки и так далее, это вот эти люди. Соответственно, если ты используешь маркетинговые связки, ты должен это понимать и видеть, что тебе нужно делать все по маркетинговым правилам. И не думать о том, что она каким-то образом там выстрелит и так далее. Соответственно, этапы. Люди к тебе приходят, ты рассказал. Кто-то написал смешную какую-то историю, там, почему он не может, или там, наоборот, похвастался, что у него получилось, ты рассказал. То есть, например, вот твой аккаунт, если разбирать, я же наблюдаю за тобой, мы не Мгм. видим у тебя этих процессов. Возможно, это стратегия так не рассказывать. Возможно, просто у тебя нет пока на это фокуса. Но если ты будешь про это рассказывать, мы увидим внутренний процесс, как это происходит сейчас у других людей, которые с тобой занимаются. Все, доверие сработало, я вижу у тебя результат, я вижу у людей, которые к тебе ходят, результат, я вижу условно отзывы от них какие-то. Вот это вот все вместе, если такая есть цель, вот при прочих равных меня убедит идти к тебе. Все. При этом ты еще рассказываешь что-то, веселишь какими-то приколами, рассказываешь не про упражнения, а в целом тебе вообще нужно превратиться в онлайн-журнал. Самый простой вариант для всех способ. Как сделать так, чтобы люди на вас подписывались и регулярно оставляли комменты или в целом там хотели переслать. Контент должен быть по формату онлайн-журнала, где ты главный редактор, выступающий как приглашенный эксперт вот в этой теме. Вот я знаю, что у тебя недавно была статья в «Вечерней Москве». Тебя позвали как эксперта, да? Был такой? Про это еще никто не знает. Знаете, у него есть статья. Когда будет подкаст, я Я про это надеюсь, даже еще никому не когда рассказал. будет подкаст, я надеюсь, он уже это оформит в публикацию. Короче, Да. позвали, согласился, пошел, рассказал. Эта вот история также работает про доверие. Поэтому если у тебя есть такая цель, делай системно, как вот свои. Вот смотришь на свои вот ноги раскачанные и понимаешь, что это системно, ты чем-то занимался. Удели хотя бы 30% еще сверху к тому, чем ты занимаешься по аккаунту. Рассказывай просто голосом, что происходит в жизни тебя и твоих там подопечных. Это твой беспроигрышный вариант. Все, тебе не надо ничего больше делать. В современном мире интернета очень много хайпа и черного пиара. Вот. И многие, наверное, люди, в том числе я, думают, что а, нынче невозможно через какую-то экспертность, через личный бренд а, построить свое имя, скажем так. И нужно обязательно вот этот вот черноту вводить в свой Рацион. да, рацион. Как ты считаешь, можно ли сейчас без этого обойтись вообще? И как без этого обойтись, если можно? Или не нужно без этого обходиться? Смотрите, И не нужно бояться? вообще бояться ничего не нужно. Все будет у всех хорошо. Вопрос, опять же, в том, что в долгую, если работать через репутацию и так далее, конечно, это займет какое-то время. Кто-то использует вот черные методы, про которые ты сказал, они есть. Но хайп, он не такой. Он разный. Даже Владимир Владимирович Путин сказал на прямой линии, что если хайп с доброй ноткой юмора, то это подходит. Был пример там у него в свое время. Поэтому многим может казаться, что индустрию шоу-бизнеса, попадая в новости через скандалы, хайп Мгм. только таким. Это неправда. Я вот, например, являюсь создателем методики умного хайпа, когда мы делаем какие-то инфоповоды и новости, за которые нам не будет стыдно и, соответственно, не будет издержек по законам Российской Федерации. Это возможно делать. Просто вы не знаете, как. И вам Ну, может скорее казаться, всего, да, да. и всего лишь так же, как и у нас,
про спорт мы что-то не знаем из-за недостатка информации, и у вас нет информации, потому что никто про это не рассказывает. Но это реально. Например, там твои достижения, кому-то может показаться, что ты тоже хайпуешь, потому что ты попал в новость. Это тоже не так. Есть методология там, попадания в прессу и СМИ. Это там классический пиар, когда мы просто распаковываем тебя как эксперта и предлагаем некие темы в издании, которые могут написать про спорт. А можно создать событие, когда ты за 72 часа попадешь во все паблики, во все новости и, возможно, даже привлечешь инвестора, как мы вот делали кейс демографический баровуляция. Я знаю, что есть проблема это рождаемость в Российской Федерации. Мгм. Я, соответственно, придумываю проект «Первый демографический баровуляция», в котором люди у нас будут знакомиться, мэтчеры-близняшки помогать сделать первый шаг как свахи, и, соответственно, люди потом трезвые уже готовятся к материнству, отцовству. Какую проблему мы решаем? Первый шаг, когда люди не могут познакомиться. Вот эта вот история вся вот мы упаковали. Это хайп? Да. Черный? Нет. Но при этом это было во всех пабликах. Про это снял спецреп Москва-24, про наш виртуальный бар, вместе, кстати, с баром Кики, который был в том же самом выпуске. И я рассказывал про это на место встречи на НТВ. Вот всю эту концепцию, как это работает, честно признавая, что мы только начинаем эту концепцию разрабатывать. Хайп? Мгм. Да. Но может казаться, что эта история только черная. Без него можно прожить, безусловно. Это займет чуть больше времени. Ты можешь использовать этот элемент, как, условно говоря, вот ты занимаешься в зале, но иногда выступаешь на соревнованиях. Мгм. Это бывает крайне редко. Ты можешь это работать, пожалуйста. Есть инструмент интересный, мною любимый, называется там ньюсджекинг. Это новостная там повестка берется, ты в нее интегрируешься, и, соответственно, эти новости используешь для того, чтобы про тебя тоже говорили. Вот у нас был с тобой кейс, да, такой однажды в Красноярском крае, когда медведи нападали на людей, на женщин. И, соответственно, местный спортивный клуб решил сделать курсы по самообороне при встрече с медведем. Хайп? Можно сказать, что да. Проблема была решена, тоже решена. Соответственно, вот эти штуки можно просто интегрировать и использовать. Но не жить на них всегда, безусловно. Потому что если только на них двигаться, у тебя не хватит времени на твою системную работу где-то там еще. Тем более там обслуживать клиентов, которые к тебе пришли. Но без хайпа можно. И таких личностей масса, которые это делают. Но вы сами выбираете, какой путь. При этом, если ты навсегда в индустрии, наверное, есть смысл подумать, как этот инструмент использовать только там, например, в защите. Мгм. Возможно, бывают антикризисные истории, кто-то кому-то должен денег, кого-то обидел. Такое тоже бывает. Можно использовать инструменты, когда через огласку такой проблемы решаешь. Хайп? Да. Черный? Нет. Соответственно, или когда организации продают там просроченную еду и так далее, мы, соответственно, призываем надзорные органы что-то проверить. Хайп? Да. Ну а мы же по факту заставляем их выполнять свою работу правильно. Поэтому тут как бы как посмотреть. Но никогда не нужно делать что-то, что тебе стыдно показать маме, и людей будет обижать, оскорблять. Вот два главных индикатора. Если ты смотришь на это со стороны таким образом, то все остальное вполне допустимо. Не, Вот. ну есть всегда те люди, которые могут обидеться. Я тебе больше скажу. Обидятся даже те, когда ты вот схватишь свой титул, они обидятся, что это были не они. Поэтому не выступать, что ли, Нет, на просто не соревнованиях. обижайтесь, все, он все равно победит. Хорошо, а где вот проходит эта грань между грамотным маркетингом, да, и манипуляцией? Ну смотри, если по формулировкам, маркетинг призывает тебя сделать выбор, и ты сам его делаешь. Манипуляция заставляет тебя сделать против твоей воли что-либо. Соответственно, маркетинг всегда помогает людям что-либо выбрать, делает это где-то там, где-то провокационно, где-то там на лакшери уровне и так далее. Манипуляция, как бы, многим может казаться, да, что даже реклама иногда является манипуляцией. Но по факту это не так. Поэтому, если мы говорим даже про твою индустрию, ты всегда занимаешься маркетингом. Просто он твой маркетинг персональный. То есть там твои достижения по телу — это твой маркетинг. То есть если бы у тебя был IT-продукт, тебе сложно было бы что-то показать. Кто-то мог бы сказать, он занимается манипуляцией, там, тебе что-то колет, фотошоп это все, вот это все, может отказаться. Но это же не так. Соответственно, есть люди, которые в любом случае выкрутят о том, что ты какие-то свои там проявления позиционируешь, там, да, он там продался. Часто так вот говорят про артистов, которые начинают заниматься бизнесом, но они же по факту монетизируют свою аудиторию, которая у них уже есть. М. И они предприниматели, которые зарабатывают деньги по факту там на своей там популярности или там своем влиянии. Это правильный ход. Многие бизнесы привлекают каких-то известных людей для того, чтобы они помогали им что-либо продавать. А ты сам, например, вот когда у тебя сильнее будут развиваться там соцсети, то, соответственно, что бы ты потом ни продавал,
люди будут охотно покупать просто потому, что они тебе верят. И когда у тебя сильно развит личный бренд, неважно, что ты будешь продавать, ну, естественно, экологичное, там, комфортное, там, безопасное для людей, ты сам выбираешь, что им рассказать. Напомним, у тебя может быть онлайн-журнал, да, твой аккаунт. Соответственно, это легко сделать. Любая твоя будущая продукция, которую ты выпустишь, тоже будут охотно покупать. Поэтому это манипуляция? Нет. Просто это грамотный, выстроенный личный бренд, который там, безусловно, с маркетинговыми связками, рекламой, отгрузкой, всем остальным, что там даже не обязательно тебе самому курировать, это Мгм. делают ты специально обученные люди. Ты лицо компании. Вот и вся разница. Интересно. А, на твой взгляд, что сегодня лучше продавать? Или что продается лучше? Доверие или внимание аудитории? Да тут вообще ничего не продается, ничего не покупается, это все так же в связке действует. То есть вопрос всегда о цели. Ты в любом случае сначала вот привлек внимание к кому-либо, Мгм. там как-либо, потом, соответственно, с помощью какого-то доверия, даже вот своего личного участия или присутствия, это дело там продаешь, переводишь на следующий этап и так далее. То есть эта история, если мы говорим именно про бизнес-схему, то есть давайте так, мы обсуждаем только историю, если у вас есть цель извлекать прибыль из вашей деятельности. Если вы общественник, человек, которому нравится заниматься как хобби, эти методы, может быть, вам и не подходят. Но любой предприниматель что-то вкладывает для того, чтобы потом это отбить. Время, деньги, там, и какие-то другие ресурсы. Кто-то вкладывает, ждет, пока эти инвестиции окупятся. Это вся история про это. Поэтому если мы говорим про бизнес-схемы, то, соответственно, там, говорить о том, что выбираем или что лучше работает, тут нельзя сказать. Но без доверия точно сделки не будет. 100%. В общем, никакого или и доверия, 100%. и И внимание нужно привлекать. Но его можно привлекать по-разному. То есть тоже для чего это нужно? Ты можешь привлекать внимание для того, чтобы отвлечь от какой-то проблемы людей, так тоже часто Мгм. бывает. А бывает, ты просто рассказываешь, смотрите, я существую. Но главный момент, пока ты сам к себе внимание не привлечешь, никто про тебя не узнает. Ведешь аккаунт, залетел рилс, про тебя узнали. Создал инфоповод, там с нашей помощью попал в новости, про тебя узнали. Сходил на подкаст, ну вот дальше связка знаю. Это всегда действие. То есть не может быть такого, я красавчик, там добился результатов, весь в медалях, это автоматически означает, что про меня должны говорить, знать так. Нет, даже журналисты ждут, когда им новость пришлют, а-ля формат пресс-релиза, Мгм. и это благодаря этому новость выходит. Вы не ждете, что они вас найдут. А можно ли оставаться собой и при этом быть интересным аудитории? Да это не то, что можно, это нужно делать. Потому что это самый простой вариант удержать что-либо там в плане там, контента, да, как я и сказал, чтобы себя не ломать и однажды не Не перегореть. нужно вживаться в какую-то Абсолютно роль верно. и Нет. за трендами за какими-то следовать, просто нужно быть собой. Надо быть трушным. Сейчас, тем более, сейчас пошла такая эпоха о том, что люди устали от всех этих картинок, лоска, каких-то идеальных людей. Нет, сейчас выигрывают те, кто естественным является. Ты там проснулся какой-то там с утра помятый, все, ты уже можешь про это начинать рассказывать. Ну, там не каждый день, может быть. Поэтому, если вдруг эта история там тебя, может быть, смущает, зрителей, которые нас смотрят, что вам придется какую-то роль играть для того, чтобы быть там блогером, создавать контент и так далее. Нет, вам надо быть естественным. При этом там определить, что вы можете показывать, что нет, тогда вы сможете эту историю удержать. И вам не надо будет действительно какую-то маску одевать для себя, потом примерять какую-то роль. Но бывают случаи, когда действительно можно сыграть какую-то роль. Когда вы делаете там, может быть, какой-то инфоповод, какой-то, может быть, даже прогрев к открытию нового заведения. Да, вы можете вжиться в какую-то роль и вот отыграть каким-то образом. Ну, такое тоже бывает, стоит признать. Но в целом делать что-то специально ради того, чтобы в этой связке быть, там, и эту роль играть, точно не надо. Это все равно, ну вот, ребятам, спортсменам это точно не нужно. Тем, кто занимается блогингом профессионально, иногда там они с командами могут там Мгм. какой-то этап там вжиться в роль, потому что так часто вот на золотую эпоху инфопредпринимателей, будем так называть, часто такое было, когда кто-то кого-то случайно увидел, помог, вот эти все сценарии, это все очень работало, мы все это видели, и кажется, что теперь это как будто бы каждому из нас нужно тем же самым заниматься. Нет, это не так. А вот если брать какую-то долгосрочную перспективу, что лучше? Медленная репутация или быстрый хайп? Так, мы ничего выбирать не Ну, будем. типа через 5 лет, если взять вот человека. Э, Смотрите, быстрый хайп, если он экологичный, позволит сделать так, чтобы тебя быстро заметили. Потом в любом случае тебе обязательно придется удерживать репутацию за счет вот этих вот кирпичей, которые ты выстраиваешь и наблюдаешь. Но этот инструмент тебе просто поможет быстро. Аналогия. Тебе нужно попасть
какой-то город, например, почему-то в Красноярск. Мгм. Ты выбираешь способ, Прекрасный город, кстати. да, великолепный. Особенно Там летом. закаты там просто супер. Короче, тебе нужно попасть в Красноярск. Выбери путь, как ты туда доберешься. Самолет, поезд, автомобиль, пешком. Вот туда добраться. Вопрос только в этом. Можно использовать хайп-элемент для Мгм. запуска чего-то, когда нужно быстро это сделать, чтобы тебя, возможно, вспомнили, у тебя какая-то ситуация произошла, у тебя кризис какой-то возник, тебе нужно отбиться через огласку. Ты кому-то помогаешь через свою персону уже медийную для того, чтобы привлечь к этому внимание. Ну, мы же знаем, да, что там звезда куда-то пришла, фото, видео, все, привет, об этом говорят. Соответственно, это тоже можно использовать. Но системно это только какой-то там репутационный маркетинг, когда ты это все выстраиваешь. Если вам кажется, что репутация ничего не значит, попробуйте попасть в ситуацию ЧП и посмотрите, что будет. То есть если всем кажется, что репутация не важна, как только Мгм. она у тебя испортится, ты поймешь, что это было важно. Поэтому многим кажется, ну, типа, это не так. Нет. Поэтому, как говорится, любите маму, ешьте кашу. Снимайте качественный контент, никого не обижайте, рассказывайте сложные вещи простым языком, просто улыбайтесь и зовите всех в спортзал. И все у вас клиентов будет выше крыши, блин. Все, Стопудово. Даже в наше нелегкое время. все именно так. Вот что бы ты сделал на моем месте в ближайшие 3 месяца? Например, ты знаешь меня немного, мой Мгм. контент, да, и как бы ребятам, я думаю, на моем примере это много бы рассказало. Мгм. Ну, в твоем случае точно нужно перестать ждать разрешения быть и проявляться каким-то образом. То есть тебе уже все можно. То есть никто тебе ничего не скажет, никто тебя не осудит, тебе нужно просто сказать и выбрать эту историю, что ты идешь туда. Это очень важно. Сегодня мы обсуждали вопрос с мышлением, это ключевое на самом деле. Потому что ты точно знаешь, что ребята с мышлением, когда у тебя тренируются, из-за каких-то своих установок, нюансов, они бросают тренировки, хотя у них был уже крутой результат. Соответственно, мышление это ключевое. Второй момент. Я бы на твоем месте сам бы вышел с инициативой сходить кому-то на подкасты, причем на женские. То есть выбрать авторов женщин, девчонок, которые могут тебя позвать как крутого мужика, культуриста, где ты расскажешь, почему спорт это важен, и всю твою крутую историю. Мы до сих пор не знаем, как ты пришел в спорт, все твои достижения там военные, куда ты идешь. У нас этой информации нету. И ты нам ее не рассказал. И, наверное, это еще бы, что я сделал, это записал бы там какую-то визитку или вот сходил бы на подкаст, рассказал бы специально свою историю, чтобы стало ясно, какой ты человек. Это важно. И третье, мы сегодня уже с тобой это обсуждали, также это будет касаться контента. Создавай контент из разряда вопрос-ответ, когда люди у тебя что-то спрашивают. Это могут быть вопросы, которые ты где-то слышал, прочитал и так далее. Просто в формате вы спрашиваете, я отвечаю. То есть ты на тренировке что-то там качаешь, пьешь и так далее, у тебя есть 5 минут с первого дубля, без каких-либо монтажей, ну, то есть типа не записал и дальше. Все, ты не готовишься специально. Ты нажал, рассказал, поперхнулся, оговорился, вот так оставил и выкладываешь 30 дней и смотришь результат. Соответственно, у тебя за 30 дней будет 30, за 3 месяца, как ты хотел, 90. Вот у тебя будет, соответственно, такая история. Ты решил, что ты красавчик и идешь в контент, записываешь, соответственно, видео, презентацию или ходишь на подкасты, где ты сам как инициатор рассказываешь, как ты пришел, куда ты идешь, почему это важно. Ну и, соответственно, ежедневный контент, который ты выкладываешь просто быстро, отвечая на один вопрос. 3 месяца, и ты не узнаешься. Я думаю, что это ни одного меня касается, ребят. Я думаю, что у вас такая же ситуация абсолютно у большинства. Вот, поэтому Сделайте просто эту историю. берите на вооружение. Будет непросто, вы будете саботировать, но вам понравится результат. И вам не надо будет ничего там из себя там выдумывать. По факту это уже каждый день с вами происходит. Теперь я у тебя вопрос спрошу. Так, ребят, сегодня мой эксклюзивный подкаст. Мы у Саши зададим вопрос, который меня интересует, вас наверняка тоже. Те, кто его еще не знал, зададим вопросы, и Саша на них ответит. Саш, сколько тебе лет, из какого ты города, как ты пришел в спорт? Мне 33, я с Красноярска, с поселка, точнее, под Красноярском. Пришел в спорт благодаря близкому другу, который привел меня, когда я переехал жить в город с поселком. Какой поселок? Село Иловое, Сколько это от Красноярска? Я же тоже с ну, Красноярска. 40 километров, рядом с А, аэропортом. так, то есть ты из Елова, переезжаешь в Красноярск, и кто-то из ребят Да, приводит тебя в в спорт. техникуме товарищ, Это друг. обычная качалка? Да, началось все с Какой у тебя обычной был вес качалки. на тот момент, когда ты пришел на тренировку? Килограмм 90, Сколько ты сейчас? 120. Ну, подожди, 90 там, это же был какой-то лишний вес, да, я так понимаю, да? Ну, не такой качественный, скажем так. Ага, Немножко лишнего было, да. ясно.
Ну, смотри, ты же увлекся спортом не просто там покачаться, что-то скинуть, ты прям профессионально стал этим заниматься, ты участвуешь в соревнованиях, у тебя есть какая-то сейчас точка. Почему ты выбрал такой путь? Ну, изначально я начал просто по фану, да, не было столько информации, вот, не было интернетов таких, вот. И как бы просто ходил, проводил время, Мгм. нравилась атмосфера, вот. Не вдохновлялся в то время там Шварценеггером, как многие Мгм. вдохновлялись, вот. То есть для меня больше, знаете, царство ему небесное, Халки Хоган был такой рестлер, О, вот, с усами. а почему он, кстати, вот необычный А выбор? не знаю, смотрел рестлинг в детстве, и как-то вот он был в хорошей форме просто, и тогда он меня впечатлил. Мгм. Вот, он был очень харизматичный. Собственно, и вот потом ребята с силового экстрима, с тяжелой атлетики, вот, и я начал заниматься, ну, как бы силовым троеборьем, пауэрлифтингом Мгм. в подростковый возрасте, да, до армии, получается, вот, и в целом как бы успешно все получалось, там, абсолютным чемпионом Красноярского края был в свое Так, время. вот видите уже, какие мы узнали факты. Ты сказал про армию, у тебя есть какая-то особая история на этот счет, расскажи. Про армию? А какая особая Ну, в история? каких войсках ты служил, или вот это, как я правильно А, понял, там. ну, я служил в президентском полку. Вот, никто не хочет узнать, как он попал в президентский полк. Ну, я долго туда проходил, скажем, комиссию, аттестацию, там проверяли различные службы, очень много противопоказаний, должно, короче, все совпасть, вплоть до там судимости каких-то твоих Мгм. дальних родственников. Если такое имеется, то ты отсекаешься. Ну, вот я с фамилия Шмидт, получилось у меня попасть. Возле вечного огня я не стоял, по этой же в том числе причине. Плюс еще по причине того, что я был уже слишком крупный. Мгм. Вот поэтому я занимался охраной вот, секретных объектов и важных людей в Мгм. Кремле, скажем так. Ты сказал, что ты прям хотел попасть в эти войска. Что это значит? Изначально, на самом деле, я не хотел попасть в эти войска. Так. Вот, когда я посмотрел в интернете, я увидел, что, ну, вот эта вот показная вся история, что ребята стоят на вечном Мгм. огне, и, собственно, мне хотелось что-то прям по хардкору, что типа спецназа, Мгм. ВДВ, вот, подальше от родителей, Мгм. потому что была возможность как бы и не ходить в целом, и либо где-то рядом остаться. Вот, и я, собственно, когда мне предложили, я сначала все это посмотрел и решил отказаться, типа, и как раз-таки благодаря своему характеру и вот этому отказу, Мгм. когда меня сотрудник с президентского полка на комиссии спрашивал, типа, задают один вопрос: почему ты должен служить в самом престижном подразделении России? Вот. Я ему сказал, что я не хочу служить. Вот. И его это задело. Вот. И он сказал: значит, ты будешь служить. Даже так? Да. Вот. Там дальше очень большая история, но я боюсь, у нас не хватит времени на Мы не подкаст. будем ее сейчас обсуждать. Ты сказал про отказы. Я так понимаю, что для тебя это порой бывает вызовом. Были ли у тебя дни или этапы жизни, когда ты отказывался от тренировок и говорил, что я больше этим не буду заниматься? А, Ментально в голове было такое, но потом я с собой договаривался и Мгм. как бы на этом все шел, тренировался. А вот по какой причине ты хотел вот ментально перестать заниматься тренировками? Ну, просто когда ЦНС перегружено, бывает Мгм. такие время, у всех бывают сложности в жизни. Мгм. Вот мы же все люди, мы не железные. Как Мгм. бы бывает, что тумблер щелкается, и ну, ты говоришь, все, хватит. Вот, либо там шел к какой-то определенной цели, у тебя не получилось ее реализовать, там Мгм. напланировал себе очень многое, Мгм. вот, и ты говоришь, ну, нафиг это надо. Ну, в Мгм. итоге потом все равно это спортивная злость, интерес, и ты как бы говоришь, нет, нифига, я Мгм. двигаюсь дальше. Мгм. То есть не было такого, что ты все со спортом завязал, переходил куда-то? Никогда в твоей карьере ты такого не делал? Нет, Мгм. я достаточно поздно начал именно бодибилдингом заниматься, после 25 лет уже. Вот хоть это и возрастной вид спорта, но достаточно поздно. Мой там пик карьеры придется условно на более ну, в зрелый возраст. Мгм. Вот, он
как бы ничего, конечно, в этом критичного, но, конечно, спортом нужно раньше заниматься, уже специализированно, да, там, если брать какую-то общую подготовку, да, там, с 7 до 10 лет. Мгм. Вот, но если прям связывать свою жизнь с каким-то определенным видом спорта, ну, чем раньше ты начнешь, тем лучше. Ну, ты профессионально этим занимаешься. Расскажи свой вот распорядок либо режим дня. Ну, я не могу сказать, что я занимаюсь этим профессионально, Ну, просто ты потому, три... что я на этом не зарабатываю. Наверное, если бы я на этом зарабатывал, я на это только трачу. Поэтому, как у нас говорят в нашей среде, профессионал — это тот, кто с этого зарабатывает. Если Мгм. ты имеешь статус профессионала, да, как спортсмена, Так. но при этом не зарабатываешь на этом, то ты не профессионал. Вот. Ладно. Что тогда тебе не хватает, чтобы зарабатывать как профессиональный спортсмен сейчас, как ты думаешь? Наверное, всего того, о чем мы с тобой буквально вот А, этот да? 40 минут По факту все медики, да? говорили. Ну То есть да. есть у тебя результат, тебе нужно просто, чтобы про него узнало больше людей. Ну, по ходу дела, да, так и есть. Ну, тебе Как всяко бы тогда я нужно с искать этим не человека, который боролся. тебе поможет с выкладыванием контента, это факт. А второе, это тебе вот нужно совладать со своим перфекционизмом, и пусть он лучше системно или она делает на троечку, но ты смотришь результат в цифрах, а твои цифры — это подписчики, заявки, возможно, что-то еще, но ты не будешь там переживать, чтобы ты сделал не сам на пятерку, ты просто это отпустишь и посмотришь, как будешь. Это точно будет лучше, когда он сделает на 3, чем ты когда-нибудь на 5. М, Поэтому тебе нужно Ну, просто... либо перестать быть скромным. А вот моя история, сейчас, раз уж про это заговорили, Давай. а, это больше преимущество или недостаток? Мы с тобой как-то общались на эту тему, что есть культурист, да, который самый популярный в мире Мгм. сейчас считается, там у него больше 25 миллионов подписчиков в Мгм. Инстаграм, то есть он очень успешный, и закончил уже в 30 лет свою карьеру, Мгм. да, спортивную. Мы с ним очень-очень сильно походим. И мне многие ребята пишут, почему ты этим не пользуешься. Вот, это же можно, ну, продвигать свой личный бренд через Да. как бы вот человека И что ты им условно, да. отвечаешь? Ну, я им ничего не отвечаю. Ну, а что ты им не отвечая, но думаешь в своей голове, скажем так? Скажи, у тебя есть ответ на этот счет? Спрашиваю у Саши, почему ты не используешь сходство с этим вот спортсменом и аудиторией 25 миллионов подписчиков в инсте человеком? Почему? Не знаю, То есть смотри, давайте так. потому что я сам хочу, видимо, реализоваться без какой-то вот этой вот. Опять же, может быть, в том числе боюсь какого-то осуждения, что Мгм. будут люди говорить, что вот что ты типа сам не можешь ничего добиться, пользуешься, да, там, Мгм. благами успешных людей, скажем так. А, ты думаешь, что кто-то скажет о том, что сходство ты используешь просто потому, что там ты скопировал и... Ну, типа того, ну, можно так сказать. Ну, у нас же есть другой пример. Есть вот артист из Comedy Club, он похож на Владимира Владимировича Путина. Он занимается, кстати, у нас в зале Во, и видишь как. очень неплохо так занимается. О, вот видите, Вот. у тебя есть контент с человеком, который похож на Путина, а ты похож вот на этого спортсмена тоже, да? Вот видите? Ну, я вот на него смотрю, ему, конечно, тяжело живется. Он в жизни очень грустный Ну, человек. это образ, безусловно. То есть то, как мы его видим на экране, и тем более, как ты увидишь его там в зале, в оффлайне, это два разных человека, безусловно. Ну, тебе же проще, тебе, как говорится, этот образ играть не нужно. Плюс ты же используешь сходство не как основу для своего контента, а как трамплин. Ты потом можешь сам выбрать амплуа, какое тебе выгоднее или удобнее. Но сейчас использовать это можно. Плюс вы не просто там ты похож на него из другой профессии, вы из одной профессии. То есть по факту ты с ним похож и на лицо, как говорится, и на фигуру. Это Ну, тоже. это так случилось, конечно, из-за того, что мы Ну, внешне все да. походим. То есть это, ну, как бы, ну, так Ну произошло. и тем более ты Я в же не этом не только... виноват. Нет, тут возможно, виноват он, что похож на тебя. Это же люди говорят, которые про это думают. То есть не ты сам заявил это в своем аккаунте и там на визитках о том, что ты там а-ля двойник. Это говорят люди. Соответственно, люди заметили, нужно, возможно, дать им попробовать, как это на самом деле. Но твой вопрос был типа плюс или минус в том, что ты Ну похож, да, или в том, да, что ты не используешь свой да, личный бренд? не использую. Ну, смотри, это точно не минус, потому что иначе бы ты испытывал какой-то дискомфорт. Но я точно знаю, что если бы ты начал через эту точку входа в свою медийку, это могло бы тебе помочь в целом развивать свой аккаунт. Это точно я могу сказать. Будешь ты это использовать? Не знаю.
Можно использовать какие-то другие ходы? Можно. Но это тоже. А теперь представь, одно твое видео, там говоришь ты или просто выглядишь с его отметкой и тебя, он может заметить, и его аудитория на 25 миллионов тоже может заметить. Или кто-то тоже на него похож, но там в его родной стране или где-то еще по Мгм. миру, это сделает, будет наглее первый и без синдрома самозванца, и тот заберет на себя внимание. И все. И тут вопрос как бы в этом. Почему бы не попробовать? Вот известные актрисы порой часто тоже показывают своих там людей, которые там, или там девчонок, которые на них похожи. Плохо это круто, тебе повезло, этим можно попробовать и воспользоваться и посмотреть, что это даст. Ты же не руки-базуки, которые при всем уважении там используешь трэш-контент только для привлечения внимания к себе. Ты уже что круто делаешь, просто оформляешь на видео и показываешь, и все. То есть это так же, как вот многие не видят разницы между инфо-цыганом и инфобизнесменом. Инфо-цыган — это человек, у которого не было никакого опыта, и он делает вид, что он есть. Он там упаковал и Мгм. привет. И у него измеримые результаты сложные. Как правило, это работа с мышлением. А есть врач, юрист, тренер, который добился результата, сделал свой инфопродукт и помогает людям за небольшой бюджет или короткое время добиться каких-то первичных результатов. Ну, в твоем случае, это там домашние тренировки или там курс «Как за месяц влезть в свое любимое платье», к примеру, для девчонок я имею в виду. Все, пожалуйста. То есть это не так сложно и системно, как у тебя, но им поможет прийти к какому-то результату. Это цыганство? Нет. Нет. И это как бы надо разделять. Но есть люди, которые нас всех убедили громко о том, что если ты начинаешь свои знания продавать как консалтинг, инфопродукт или там еще как-то, это вот как-то недостаточно круто и здорово. И по какой-то причине это неправильно. А почему? Они не могут привести аргументов. А я наоборот считаю, что надо пробовать, потому что наверняка есть люди, которые давно хотят купить твой продукт, а не могут, потому что ты его даже не объявил, что он есть. Одна твоя история о том, что я вот, соответственно, выпускаю такой продукт или готов тестово кому-то показать или даже продать, найдет отклик среди тех, кто на тебя уже подписан, потому что они давно этого хотели. А мы смеем, мы это в основном большая часть фитнес-сообщества, смеем думать о том, что это уже никому не нужно, потому что уже и так этих продуктов Ну, очень много. да, но это вы про себя так думаете, это вам не надо, вас ничем не удивить. А люди всегда будут есть, умирать, рождаться и, как говорится, хотеть здоровое спортивное тело. Другой момент, что действительно там людей, там, которые системно будут заниматься спортом, их мало. Но есть много тех, кто там хотели бы чуть-чуть скинуть. Вот твоя аудитория. Другой момент, вот говоря про вот этого человека, который ты приводил пример, 25 миллионов подписчиков в Инсте. Ну, так это работа команды. Если кому-то кажется, что это опять мне самому придется делать, не так. У артистов есть менеджеры, там у там, любых там, лидеров мнений всегда есть команды, которые помогают им по разным вопросам, в том числе и ведению социальных сетей. И у тебя, соответственно, также. Нам может казаться, что вот там чуть ли не он сам ведет, сам выкладывает и так далее. Нет, там люди помогают. Выкладывать в нужное время, монтировать и так далее. Когда у тебя такой человек появится, Ну, тебе будет пока за проще это будет. нужно все платить, конечно. Ну, смотри, в твоем случае как бы платить можно по-разному. Это не аргумент к действию или там тем более алгоритм. Кто-то с удовольствием может просто рядом с тобой побыть, позаписывать, а ты чуть-чуть поконтролируешь, как что, какой-то там мальчик или девочка, такое тоже вполне возможно. Другой момент, то, что ты платишь за эти услуги, это здорово, поэтому ты не будешь саботировать контент, который нужно снимать, потому что ты вложил бабки. Тебе нужно, соответственно, отслеживать показатели о том, что тебе нужно записать 10 рилсов. Это будет тебя только дисциплинировать. И это здорово, Кстати потому что говоря, да. бесплатно ты сам можешь это сделать. Куча нейронок, которые одну кнопку нажал, это сделает. А вот так вот как бы уже все, ты будешь считать, потому что у тебя вот тут ты на время потратил и так далее. И она будет иметь там, или он, право тебя пинать. Потому что, Александр, вот вы договорились, вы заплатили, вам скоро за второй месяц платить, а мы еще первый не Мгм. отработали. И ты понимаешь, вот та же самая история с тренировками. Выбери заниматься СММом так же круто, как ты системно ходишь на тренировки, поддерживаешь свое тело, и у тебя все заработает. Вот, кстати, сразу вот вопрос такой возник, подумал на этот счет. А как ты считаешь, да, вот сейчас искусственный интеллект и вот эти вот все дела, то есть мне некоторые ребята говорят там, надо тебе помочь там с питанием, Мгм. вот, с добавками с какими-то, анализы твои посмотреть. Они говорят, да я типа в искусственный интеллект М. забью, мне там он все скажет, что делать нужно. Мгм. Вот. Но, как правило, это ничем хорошим не заканчивается, я Да. сразу скажу. Вот. И вопрос тоже к маркетингу и к твоей профессии.
да, может ли искусственный интеллект как заменить твою профессию, так и мою в целом? Ну, шикарный вопрос, Саш. Вообще очень крутой. Я часто про это думаю. И ни у тебя, ни у меня искусственный интеллект работу не отберет. Почему? Потому что это надо контролировать. То есть и я, и ты ведем человека за руку до результата и возвращаем его из той ямы, куда он очутится, когда что-то пойдет не так. Мгм. Насмотренность твоя и моя, которая явно скажет в твоем случае, давать ли сегодня нагрузку полную или нет, потому что Да. человек отдыхал. И я также. Есть ли смысл нам сразу врываться в федеральные новости, или мы пока причешем аккаунт в соцсетях? То же самое. И мы сами контролируем от настроения даже, что с клиентом делать. Психологическая поддержка, когда он, у тебя и у меня, они могут нам рассказывать вещи, которые вообще к бизнесу не относятся. То есть они тебе верят, заплатили деньги, знают, куда вы идете, и потом в процессе делятся, что-то в личном у них случилось или какие-то у них внутренние переживания. Наверняка такое бывает. И многие люди приходят к тебе и ко мне, в том числе и за этим. То есть почему девочки ходят порой к мастерам? Ногти, брови и так далее. В том числе и посплетничать. Она будет за ней ехать на другой конец Москвы, потому что она точно знает, что ей сделают качественную услугу, и они круто поговорят. И не готова какая-то женщина менять мастера только потому, что там на 300 рублей дороже или там дешевле, по разным причинам. Здесь то же самое. И дальше. Человек сам себя всегда не сможет контролировать, как если кто-то со стороны это делает. Всем нужен наставник, бадди, там детям нужны родители. Вся эта история, она очень важна и нужна. При этом мы сейчас говорим про историю, если мы идем системно и в долгую. Если какое-то время себя протестить, посмотреть, да, наверное, искусственный интеллект может помочь. Действительно, он может разобрать там большой объем информации, собрать какую-то информацию. Это помогает это делать. Даже, может быть, в твоем случае собрать там по анализам какую-то программу по БАДам и Мгм. питанию, и даже упражнениям наверняка, даже скинет видосы, как это делать. Но как со стороны-то ты увидишь, правильно ты делаешь или нет? Основная эта проблема у нас какая в тренажерном зале, чтобы был результат? Это кушать как достаточно и не нанести себе травму. То есть, если ты сделал что-то неправильно, там как-то скрючился, ну, на видео уже есть, все, ты не будешь ходить в зал месяц. И я Стопудово. через это проходил. И То есть потом просто побоишься абсолютно идти. верно. Сформируется травма. Будет казаться, что спорт это не для тебя, и, соответственно, эта история. Да, категория людей, которые хотят сэкономить, они всегда будут искать способ. И они, возможно, придут к нейронке. Но кому нужен системный результат, кто покупает, соответственно, именно дойдем мы до него быстро, то он купит человека там даже дороже. И тебе не нужны все, и мне все не нужны. Нам нужны те, кто готовы платить за результат и выполнять наши рекомендации. Желательно без лишних вопросов. Мы просто сэкономим время всех. И все, и дойдем. И это нам такие нужны люди, там 10-15%. Остальные выбирайте Без, любой способ, без лишних вопросов это 0,5 только процентов, наверное. но это самые внимательные, вот когда приходят, тебе говорят, так, все, буду делать, что скажешь, вопросов лишних не задаю. Ну, типа, а зачем, а чем мне это даст? Я не говорю, что их вовсе задавать не нужно. А одни и те же, или которые а-ля из страха. Ты просто делай, что я тебе говорю, все Ну будет вот на нормально. моей практике люди, которые приходят с большими амбициями, говорят, что готовы есть землю Так. для результата, и они все будут делать, как правило, сливаются через 2-3 недели. А люди, которые тихо сопят, но делают, в процессе вырастают как бы очень сильно и двигаются дальше, не Ну останавливаются на вот, месте. твой Вот. инсайт, тем более, видишь, как бы я же могу ошибаться в формулировках. Тот, кто орет про это публично на первой встрече, наоборот, нужно присмотреться. А тот, кто делом это покажет, вот как ты говоришь, делает и сопит, ты уже как тренер поймешь, брать его в долгую или нет. Тебе же тоже не нужны неудачные кейсы, как и мне. Ты же сразу можешь стрессовать человека, дойдем мы там хотя бы на полгода или нет. Ты уже это интуитивно чувствуешь и видишь, как он себя ведет. Соответственно, мы можем их классифицировать. Мы сами выбираем своего клиента, кстати. Сами. И нам иногда проще отдать деньги или сказать, все, там, ступай с Богом, но мне это будет комфортнее, экологичнее. Я вот слушал пример, даже читал, кстати, про спортсменов. Какая-то девочка ходила к тренеру, потом спустя полгода бросила и пишет, верните деньги, Да, я вес есть набрал. Ну, ты же видел такое. этот Ну, прикол? я не видел, но Ну, много обсуждали в такого профессиональной есть. тусовке. Вот как вообще можно к этому выводу прийти? Ну, вот человек вот иногда бывает очень изворотлив, скидывая ответственность на кого-то еще. Он вот может даже так себя вести. Это удивительно. Всегда скидывают. В основном, когда человек приходит, он
Думает, что за него тренер все сделает так же, как, наверное, и в твоей сфере. Думают, Бывает. Ну, приходят, заплатил деньги, ну и все сделает за у меня, меня. да, ты прав. У меня другой миф. Многим кажется, что вот с помощью инфоповода или новостей можно там всех обмануть и потратить время на рекламу, деньги на рекламу, вот про тебя покажут в новостях, и все у тебя как начнут покупать. Так не будет. Но у меня многие С хотят вот, чтобы тренер у тебя... Согласен. Меня, раньше много показывали в рекламе, там в Мгм. Красноярске, в частности. И люди узнавали на улице, ну, как как будто я не стал, богаче из-за этого. Ну, смотри, Ну, как бы душу, конечно, греет такое. во-первых, это тренирует уверенность. Во-вторых, да, это деньги не в моменте. В-третьих, это нужно тоже системно указывать. То есть ты вот рассказал кейс, что ты стал там лицом рекламным, пусть даже там за 10 рублей. Мгм. Другие видят, что с тобой можно иметь дело. Ты снимаешься в рекламе, у тебя есть опыт. Потому что помимо там, условно, в твоем случае тела, нужно там какое-то время там провести, вжиться в сценарий и так далее. Да, бывает часто, что людей, которых показывают по телевидению, они не всегда обладают каким-то ресурсом. Но и другой момент, ведущий на каком-то телеке зарабатывает больше на праздниках, корпоративах, как ведущий, потому что он ведущий с телевизора. И Мгм. тут то же самое. Возможно, твои деньги не вот после того, как ты в рекламе снялся, а потом на премиум аудиторию, которая видит, нифига себе, он и в рекламе, он и по телевидению, про него и в журналах заметки, он и контент ведет, вот это вот все. Не, ну это сотка в месяц точно. Потому что. И вот это вот и все и сложится. То есть вот так это зарабатывается. Все хотят с помощью пиара или там одной тренировки обладать сразу максимальным результатом. Это труд. И его надо там системно делать и удерживать. Кайф. Что ж, не нужно бояться и стесняться, да, самое главное. Вот, и ошибки совершать, наверное, это полезно. Я бы даже больше сказал, я рекомендую вам чаще ошибаться. Ну, не так, что вы там с моста упали, вот, а так, чтобы, соответственно, у вас не получилось, вы сделали вывод, пошли дальше. Иначе вы не научитесь этому. Поэтому не надо думать, как сделать идеально на 5. Сделайте быстро на 3. Потом докрутите на 4,5, и у вас все получится. Супер. Что ж, я думаю, достаточно классный диалог у нас Спасибо, Саш, что получился. пригласил. Спасибо тебе, Денис. Благодарю. Вот, ребят, что ж, поддерживайте этот выпуск, ставьте свои лайки, мы будем закругляться, пишите свои вопросы. Я думаю, что мы, возможно, еще с Денисом, если вы будете достаточно активны, соберемся и что-то углубленно, да, С обсудим, удовольствием. поговорим на нашу любимую тему фитнеса и бодибилдинга. Вот. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Приходите еще. Пока.